Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду заниматься очень увлекательным делом. Я вот взяла кусочек ваты и квадратик ткани 20 на 20 сантиметров. Вы можете брать любого размера, но все-таки это должен быть квадратик. Я сегодня буду делать куклу-мотанку. Видео длинное сегодня, необычно для меня, потому что я буду делать две разных куклы разными способами. И эти способы очень сильно отличаются, и поэтому я решила все это сделать в одном видео. Видите, мне главное, чтобы вот спереди было лицо без складочек. Сзади не имеет значения. Завязываю ниткой плотной, прочной. Можно обычные швейные взять, но я так поняла вот на опыте, что ими все-таки их надо в несколько сложений, иначе они рвутся и туго не замотаешь. Ну и с более тонкими нитками гораздо труднее работать. Если честно, я тут натренировала моторику. Я думала, у меня хорошая моторика пальцев, но оказалось, что не настолько хорошая. Здесь еще нужно навык определенный приобрести. Вот смотрите, это я делаю ручки. Я не буду особо комментировать, только в некоторых местах. Тут, в принципе, все понятно. Я прячу срез ткани, потому что эти куклы традиционно делаются без иголок, без ножниц, как бы стараются, по крайней мере. Вообще, наверное, традиционно их надо было, эти ткани, и не обрезать, а отрывать. Поэтому она называется мотанка, потому что ее наматывают, ничего не пришивают, ничего не... Вот длину ручек я примерила, чтобы одинаковые были. И все. Вот здесь у меня краешек срез ткани. Кстати, можно вот к ней приделать мешочек вот такой вот. Тоже там ткань старая, обрезочки. Вот, для большей устойчивости. В древние времена делали такую куклу, крупиничка называлась. Там приматывали мешочек с семенами на весну, чтобы оставались. Вот которые куклы с зерном, с семенами назывались крупиничка. Я делаю тело, наматываю по-разному. Сильно надо не затягивать, иначе голова сильно наклоняется вперед. Нам это не очень нужно. Вот. Такие куклы-обереги традиционные славянские создавались для защиты дома, для здоровья, для благополучия, для удачного замужества, для достатка. Я не делаю именно вот такую, да, прям, которая такая сакральная какая-то. Я делаю обычную просто куколку, но использую вот эти вот все способы, которые использовались раньше, да, там у наших прабабушек. Традиционно используются только натуральные ткани, но я поняла, просто потому что у них не было искусственных тканей в то время. А ведь как удобно вот с такой стрейчевой тканюшкой замотать ей тело, и получилась уже блузочка. Я немножко по-другому перематываю. Вот, раз и все. И потом замотать на талии. Я завязываю каждые узлы, я завязываю 3 раза, потому что 2 узла не так крепко держат, они соскальзывают немножечко. А когда 3 узелочка, то нормально, хорошо они держатся. Взяла кусочек ткани, видите, по бокам я загладила утюгом, чтобы срезы не торчали, не махрились. И вообще, если вы увидите, я часто использую здесь вот эти ножницы с зубчиками, которые срезают ткань так, чтобы она не махрилась. И там еще надо постараться после этих срезов, чтобы эта ткань размахрилась. В то время, конечно, таких не было, поэтому просто сгибы как-то заворачивали. Реально очень трудно мне с моторикой оказалось, потому что я никак не могу. Но это нужно навык приобрести определенный с такой мелкой тканюшкой. И все это, чтобы было аккуратно, красиво. Вот, наматываю опять. И в этом видео будет очень много, как я наматываю и завязываю узелки, потому что мотанка. Вот здесь вот это я делаю нижнюю юбку. Здесь у меня она не подшита, но я поняла вот по своему опыту уже, который появился, что лучше подшивать. Здесь я просто ткань вдвое сложила и вот так вот тоже нанизала на нитку, на плотненькую, и привязываю эту юбочку. Это уже верхняя юбка. Девочки, поняла, что лучше делать все-таки подшивать снизу, потому что получается такое ребро жесткости за счет
бокового шва и за счет нижнего. И кукла это на юбке, на этих юбках стоит нормально. А мне вот пришлось потом к этой кукле привязывать все-таки какие-то тоже ткани в мешочек, чтобы она хотя бы немножко стояла, потому что ткани мягкие, без швов, которые, они неустойчивые получаются. Начинаю второй способ. Я потратила здесь достаточно много ткани, поэтому он не очень экономный. Но вообще у мамы спросила, моей маме 89 лет, и она выросла в деревне. Я у нее спросила, а у вас делали такие куклы? Она говорит, нет, не делали, просто на палочку намотаем, что-нибудь, тряпки какие-нибудь, играть-то хотелось. То есть вот берегини вот такие вот, но они больше, наверное, в северных народах, может быть, где-то делались, потому что есть прям в интернете много про именно северные эти обереги, куклы-берегини. Вот так вот делается простая голова, она здесь без шеи. С одной стороны, ее удобнее с ней работать, потому что она такая достаточно устойчивая, все. А с другой стороны, она такая толстенькая получается, потому что шеи у нее нету. Обрезала лишний кусок ткани просто здесь и все. Делаю ей рубашечку. Тоже загладила по краям ткань, чтобы вот эти срезы не были видны. И также наматываю на голову ниткой. Я поняла, что это прекрасный способ потратить обрезки всякие, остатки ткани от кроя, потому что здесь совсем маленькие кусочки используются. И я здесь очень часто использовала штапель, потому что до этого я не знала, куда мне его пристроить, вот маленькие обрезки. Ну что из них? Они же тонкие. А здесь как раз тонкие, вот на платочки, на всякие вот эти кофточки, рубашечки. Очень хорошо можно истратить. И они цветастые такие, яркие, и с ними очень удобно работать. Делаю ручки другим способом. Если там я просто сворачивала вот этот кусочек от того же самого кусочка ткани, то здесь вот так вот берешь квадратики маленькие и вот так вот заворачиваешь. Можно сделать треугольные ручки. Но это если вы заинтересуетесь этой темой, вы посмотрите в интернете еще. Я показываю вот прям вот основу, потому что я на самом деле вот именно таким способом, как сейчас вам показываю, я делаю впервые прямо перед камерой. Я просто тоже увидела в интернете этот способ и думаю, ну, я его хочу повторить. Ну, и раз я делаю, я все, что делаю, стараюсь снимать. Тем более, что после Нового года, это у меня первое видео, я давно ничего не выкладывала, а занятие это интересное, и я им как раз этим занимаюсь. Поэтому решила сразу снимать прям первые свои шаги. Именно вот такого плана. Ручки сделать с рукавами. Вот это кукла-столбовушка, которая, да, вот я сейчас делаю на столбике. Я ее делаю прям впервые перед вами. Ну и, кстати, хотела сказать, что мало того, что это прекрасный способ потратить обрезки и интересные при этом, еще ведь они делаются моментально, очень быстро. Особенно, когда сноровка какая-то появляется. Намотал, вот тебе куколка. А их можно продавать. Вот кто участвует в этих вот ярмарках, можно создать вот эту вот записи какие-то, чтобы люди читали, что такое это берегиня. Может, кто-то проникнется этим вопросом и продадите. И продавать можно недорого, по 3 копейки ведро, потому что они ничего не стоят, они из обрезков. Только ваш труд, нитки, конечно. Вот. Ну, а так-то, в принципе, они недорого обходятся, и их можно недорого продавать. У меня есть знакомая, живет в Калининграде, туристический город. Оля Соколова, привет, если ты меня смотришь. Вот тебе идея, как можно еще, что можно продавать, не только вязаные игрушки. Куклы, как и женщины, бывают разные. Если у меня прошлая была худенькая, то это я делаю вот таким валиком из ваты, делаю грудь. Так что можно... Тут фантазия безграничная. Главное понимать, как что сделать, да, и со временем придет сноровка какая-то. У меня-то это первые мои опыты, поэтому я, все по наскоку все. Где-то что-то посмотрела, где-то что-то прочитала и по-быстренькому делаю. Потому что на самом деле это интересно делать, придумывать, во что их одеть. Вот здесь вот видите, я по-другому сделала нижнюю юбку, я ее сшила. Снизу подшила прям шовчик, боковой шов здесь есть, а сверху верхнюю часть я только подвернула и вот так вот нанизываю, да, чтобы сосборить и сделать сборочку на юбке.
Я так поняла, что только саму куклу нельзя шить, а надо наматывать, а одежку для нее можно уже шить. Так что здесь вам простор для вашей фантазии вообще безграничный. Можете украшать эти все тесьмой, какой-то, сарафаны какие-то, ну все что угодно. То есть, как у вас фантазия заработает, у меня, насколько я понимаю, она не очень работает. Фартуки всякие делают, нарядные им. Но я вот, практически без фартуков решила сделать, но просто рассказала вам, что, в принципе, это, делается. Конечно, тут еще нюансы есть небольшие, чтобы длина нижней юбки и верхней хотя бы совпадала, чтобы верхняя не была длиннее нижней. Пусть хотя бы нижняя выглядывает, а не верхняя ее закрывает. Здесь вот тоже так же подшила верхнюю юбку, тоже из штапеля я сделала. Из такой ткани и платок хороший бы получился, но я решила юбку ей делать. Также вот под грудью все завязываю, затягиваю, складочки все расправляю и завязываю узелочки. Вот получилось. Здесь я решила ей ленточкой сделать поясочек. 3 миллиметра у меня ленточка атласная. Я просто вот так вот наматываю, потому что в один слой это не особо было бы видно. Можно было бы сделать подлиннее и бантик завязать, но я решила не заморачиваться без бантиков. Кончики вот прижигаю, чтобы она не трепалась, эта ленточка. Эти куклы не для игры. Ее вот поставил, и она стоит. Поэтому вот можно сказать, что не растреплется. Вообще даже прочитала, что их на Пасху сжигали, как бы они делаются вот без рта, носа, без всего, как бы чтобы в эти отверстия не вошел злой дух, поэтому делается без отверстий, даже чисто теоретических. Иногда на лице прям наматывают нитки крестом, делают сакральный крест. Но это я почитала, что с тех пор, как появилось христианство, то стали наматывать. А так-то эти куклы делались еще до появления христианства на Руси. Но с появлением христианства считается, что еще и крест ограждает, дом охраняет и все такое. То есть сплели всякие предрассудки и христианство. Но самое главное, чтобы она оберегала дом. То есть всеми способами крестьяне старались, чтобы эта куколка. И, кстати, ее не продавали. Кому нужно было, покупатель, вот, допустим, нашелся, ему выкладывали, и он выкупал, платил за нее выкупную цену. В свое время у нас тоже за невесту платили выкуп. А тогда за любое, как говорится, хоть за куклу. Вот, делаю волосы. Я маловато ниток взяла, надо было побольше. Что-то я пожалела, потому что они все равно у меня, эти волосы, будут под платком. Я, конечно, их распределила. А вдруг у нее такие вот жидкие волосенки. Хотя коса получилась толстая, наперед скажу. Вот так вот их привязываю к шее, эти волосы. Можно будет уже распределить получше волосенки. Я заплетаю косу тем временем. Никогда не думала, что в 56 лет я вдруг заинтересуюсь вот этими всякими куколками. И мне действительно интересно. Я придумываю, как их одеть, что им сделать на голове, волосы или платок. Там еще всякие очелья, всякие, вот эти вот, я не знаю даже названия этих. Но они все у моих кукол есть. Надо было подвернуть немножечко срез вовнутрь, но я поторопилась поскорее завязать ей платок. Мне хотелось понять, будет там видно вот эта пайеточка, которую я пришила к блузочке или нет. Под косой прямо завязываю эту косыночку. И вот, смотрите, какая красота. Это две, которые я делала на ваших глазах. Такая баба-бабариха и девушка молодая. И вот эти я делала еще до того, как вам снимать. Они все сделаны первым способом, с шеей, не столбовушки. Здесь, видите, грудь. Это тоже 2 кусочка ваты, замотала в ткань, потом примотала к телу. И вот такая вот грудь получилась. Обалденная просто. Вот это самая первая куколка, которая с кружевным фарточком. Это я делала самую первую. И вот такая вот. Здесь я в качестве юбки использовала
мебельные образцы, мебельный образец. Посмотрите, она как устойчиво стоит, там ничего, никаких столбиков, ничего я не приматывала, чисто на юбке. Где ткань помягче, там немножечко расплываются эти юбки. Но все равно они такие симпатюли получились. Неожиданно сами по себе они встали в хоровод у меня. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. Пишите ваши комментарии, я буду их ждать. Будете ли вы делать таких куколок? И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Кстати, в это воскресенье 6 лет моему каналу. Поздравляйте!